Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, кому оно понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 23 января и киевское время 19 часов. Оперативная обстановка сложилась следующим образом. Угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и авиационного базирования, а также дронов «Камикадзе» по всей Украине остается очень высокой. За сутки враг нанес 4 ракетных удара, 5 авиационных ударов, а также нанес более 40 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Оккупанты совершили неудачные попытки наступления на Авдеевском, Лиманском и Запорожском направлениях, а также продолжали атаковать вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении. На остальных оперативных направлениях российские вооруженные силы или оккупационные войска находятся в обороне. Это имеется в виду у нас Херсонское и Новопавловское направление. За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганской области, Выемка, Раздольная, Бахмут, Ступочки, Новобахмутская, Первомайская, Марьинка Донецкой области. На сегодняшний день на оперативных направлениях Волынская, Полесская, Сиверская и Слобожанская наступательных группировок противника не выявлено, их формирование не выявлено. Минометному и артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты Сумской и Харьковской областей. Что касается остальных оперативных направлений, это Купинское направление. Там продолжаются позиционные бои, особенно в районе Новоселовского, площадки и в районе Кременной в лесопосадках. Несмотря на то, что лесопосадки российские оккупационные войска активно минируют, тем не менее наши вооруженные силы пытаются продвигаться и постепенно продвигаются в направлении Кременной. На Лиманском направлении позиционные бои, обмен артиллерийскими огневыми ударами. Бахмутское направление. Здесь ситуация осложняется, надо это признать. И враг на сегодняшний день контролирует Краснопольку, населенный пункт. Также, однако, это не повод останавливать наступательные действия с нашей стороны. Мы пытаемся восстановить положение, мы контратакуем российские войска. В Спорном и Белогоровке продолжаются позиционные бои. Противник также продолжает атаковать Веселое, Благодатное и Красную Гору. В районе Клещиевки идут встречные бои. Мы пытаемся атаковать, чтобы остановить, но в основном скажу так, что ситуация в районе города Бахмут становится довольно тяжелой. И, к сожалению, есть тенденция к ее ухудшению за прошедшие сутки. Авдеевское направление. В районе Водянова враг имеет частичный успех на юге, который стоил ему потери в технике и личном составе. Там не считается, мы только констатируем факт потери техники и личного состава, потому что, я так понимаю, что российское командование единственное, чем жалеет, это тем, наверное, что потеря в технике. Они не успевают наполнять войска, которые находятся на том или ином участке, они не успевают их пополнять техникой. А личный состав там стоит в очереди для того, чтобы пойти в атаку и умереть. Вот в этом на сегодняшний день и состоит
преимущество, наверное, российских войск в том, что они могут нескончаемым потоком гнать живую силу. Причем, если раньше это были в основном ЗК, заключенные, которых они использовали вот в частной военной компании Вагнера, то теперь это просто мобилизованные, которых они пригнали сюда из Российской Федерации. Также сложная ситуация сохраняется в Красногоровке. Это та Красногоровка, которая в районе Авдеевки, где некоторые посадки, имеется в виду лесопосадки, переходят из рук в руки. Там идут постоянные бои, и инициатива или вот эти вот лесополосы, за которые идут эти бои, переходят из рук в руки. Новопавловское направление. Противник использует артиллерию и минометы. Мы отвечаем. Там позиционные бои и обмен артиллерийскими огневыми ударами. Запорожское направление. На сегодняшнее фактического движения линии фронта на запорожском направлении за прошедшие сутки нету, практически нету. Что касается Белогорья, Луговского, и то ситуация там стабильная. Нестерянка и Новопокровка тоже ситуация стабилизировалась, и фактически на запорожском направлении никаких изменений за прошедшие сутки, особенно в линии боевого соприкосновения, не произошло. Херсонское направление. Здесь удары реактивными системами залпового огня были нанесены по населенным пунктам правого берега. Есть пострадавшие, есть погибшие даже среди мирного населения. Также при попытке вражеской диверсионно-разведывательной группы высадиться на один из так называемых Потемкинских островов, это уже на реке Днепр, в районе напротив Херсона, между Херсоном и Олешками, силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей. Об этом сообщает нам оперативное командование Юг. Дополнительные российские войска были развернуты в городах Виноградово и Бриловка, Херсонская область, но 18-21 января текущего года. То есть мы наблюдаем переброску мобилизованных с территории Российской Федерации на территорию нашей страны. Новоприбывший персонал вооружен только стрелковым оружием. Пуленепробиваемые жилеты носили лишь немногие, и военной техники не замечено. То есть личный состав, который сегодня прибывает из Российской Федерации, это мобилизованные, которых переодели в военную форму, которых вооружили стрелковым вооружением, перевозят их в основном на грузовиках, потому как брони для них нету, ее катастрофически не хватает. Об этом мы будем говорить, и чем дальше, тем меньше бронетехники может поставить в строй российская армия. Ну и видите, обученность и неопытность личного состава даже говорит о том, что они не хотят носить бронежилеты. Я думаю, что бронежилеты им выдают, там еще с советских запасов, конечно, класс не тот, который там, не 6 класс, не 4, а советские бронежилеты. Вот. Я думаю, что они есть в достаточном количестве на складах, но вот эти мобилизованные особо этим не обременяют себя. Возраст, физическое состояние, ну плюс еще может быть неопытность дает им такую возможность или такое толкает на такой поступок, что они ходят только с автоматом в руках и в форме. Со сменой командующего оккупационными войсками наблюдается определенное оживление регулярных армейских частей врага с целью демонстрации хоть чего-нибудь на фоне относительно успешных действий ПВК частной военной компании «Вагнер» на Бахмутском направлении. Кадровому руководству армии Российской Федерации невыгодна деятельность Пригожина, поэтому они пытаются придумать успехи на Запорожье. На Запорожье тоже успехов нет. Ну там писали некоторые товарищи в комментариях вчера
о том, что не 2 километра на Запорожье продвинулись, а 7-8 километров и 7 населенных. Там, во-первых, нет столько 7, как вы пишете, 7 населенных пунктов. И уточняйте у своих информаторов, кто дает вам информацию. Мы фактически восстановили статус-кво до начала попыток, вот этих попыток наступления на запорожском направлении. Так что там попытки проводить, это больше было похоже, еще раз повторюсь, на разведку боем. Они все пресечены, потери мы нанесли довольно существенные. И в дальнейшем этих попыток, во всяком случае за прошедшие сутки, попыток никто не возобновлял. А все, видите, в принципе сводится к тому, что военному командованию, тому же самому Герасимову, сегодня надо показать хоть какой-то успех, в отличие от того, какой был успех, пока Пригожин командовал вместе с Суровикиным. ЧВК Вагнера, продавливали нашу оборону в Солидаре, в районе Бахмута, имели хоть какие-то успехи. Сейчас регулярные части пришли, и успехи все закончились. Они там пытаются сжечь последние силы частных военных компаний, вот этой вагнеровцев, а других успехов предоставить не могут. И компания Патриот, которую они там формируют, кстати, они где-то там недалеко ее начали формировать. Первое упоминание было в районе Угледара. Кстати, она формируется и в том числе и из белорусов, которые вербуются. Есть такие разведданные, что там белорусские граждане принимают участие в этой кампании. Но, тем не менее, пока она никакими успехами не отметилась. Далее, противник продолжает нести потери. Судя по имеющейся информации, Днепрорудный город, это Запорожская область, переполнен ранеными российскими военными. Совсем недавно в больницу доставлено около 150 раненых оккупантов. При этом большая часть персонала больницы отказалась сотрудничать с оккупантами. Таким образом, оккупанты были вынуждены размещать врачей и прочий персонал из Российской Федерации. Это повторяется то, что я вчера говорил, что они везут. Часть они увольняют персонала, потому что, во-первых, не доверяют, во-вторых, наш персонал, наши люди отказываются лечить оккупантов, которые поступают в эти переоборудованные в полевые госпиталя медицинские учреждения. Поэтому они вынуждены вести персонал из Российской Федерации. В течение суток воздушные силы Украины нанесли 3 авиационных удара по сосредоточению личного состава и техники противника. Был сбит один вражеский беспилотник типа «Орлан». И сегодняшний день, нельзя не отметить, сегодняшняя первая половина дня была просто урожайной. И на восточном направлении подразделениями зенитных войск воздушных сил вооруженных сил Украины уничтожены 2 штурмовика Су-25, ударный вертолет К-52, это тоже армейская авиация, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, беспилотник оперативно-тактического уровня Орлан-10. Такой урожай сегодня собрали наши зенитчики на линии фронта на восточном направлении. Я так понимаю, это Донецкое направление. Дальше наши ракетные войска и артиллерия атаковали 4 района сосредоточения российских войск и личного состава и подорвали 3 склада с боеприпасами. Это ситуация по всем общая за все оперативные направления. На данный момент в Черном море остается 3 носителя ракеты «Калибр» с суммарным залпом 24 ракеты. Уменьшилось на 1 носитель количество кораблей в Черном море. И по ЧВК «Вагнер» появилась информация от благотворительной организации, благотворительный фонд, есть такой в России фонд, называется «Русь сидящая». То есть у них настолько мы не раз уже вспоминали этот фонд. Так вот, не зря я сказал, что российские регулярные части, этот конфликт между Суровикиным и, точнее, Пригожиным,
и Герасимовым, и Шойгу, он вылился в то, что фактически сожгли на полях сражения, сожгли, уничтожили, ну имеется в виду сожгли в огне войны, в горниле войны, сожгли ЧВК Вагнера практически в ноль. На сегодняшний день, по оценкам вот этой благотворительного фонда «Русь сидящая», в составе ЧВК Вагнера осталось порядка 10 тысяч заключенных. Порядка 10 тысяч. По их данным на конец декабря прошлого года было завербовано 42-43 тысячи заключенных. И сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Это тех, которых продолжают, они продолжают вербовать. Но уже количество тех, кого они вербуют, оно резко падает. Потому что, как говорят, сарафанное радио самая мощная реклама в мире. Слухом земля полнится. И они прекрасно понимают, что те там 10 или 15 человек, которых для показухи на камеру якобы вручили им помилование. Потом была такая информационная помпа, что несколько депутатов Государственной Думы сказали, их надо принять без экзаменов в МГУ. Они стали все умными интеллектуалами. После того, как их вытащили из тюрьмы, где они сидели по довольно серьезным тяжелым статьям, и повоевали 6 месяцев на фронте, и вдруг они стали все умными, их надо брать без экзаменов в МГУ. Вот. И даже можно их продвигать в депутаты, но правда для этого они забыли сказать, что надо поменять законодательство Российской Федерации, которое с судимостью, не погашенной судимостью не разрешает баллотироваться в народные депутаты в России. Так вот, на сегодняшний день вот эта организация дает цифру в 50 тысяч, скорее всего 50 тысяч уже тех, кого завербовали в частную военную компанию типа Вагнера. Так вот, из них воюют на фронте всего-навсего 10 тысяч. Потому что все остальные либо убиты, либо ранены, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен. То есть, понимаете, да, 40 тысяч делятся на убитых, раненых, дезертиров, сдавшихся в плен и пропавших без вести. 10 тысяч примерно воюет на сегодняшний день. Ну, вербовка продолжается. Правда, темпы вербовки с каждым месяцем падают. Вот такая вот информация по ЧВК Вагнеру. Ну и еще сюда дополню, чтобы уже закончить тему с вагнеровцами, что издание BBC дает оценку того, что происходит конфликт. И этот конфликт, звезда Пригожина закатывается. Она вроде как начала восходить, Пригожин, видимо, решил, что он схватил Бога за бороду, начал делать какие-то политические заявления, которые могли бы иметь далеко идущие последствия. Но в конечном итоге, видите, есть военная сила, значит в России, и деньги, значит ты на коне, рыцарь на коне. Если нет военной силы и денег, значит ты никто и звать тебя никак. Сейчас я напомню, что Министерство финансов признало это террористической организацией, преступной и террористической организацией ЧВК Вагнера. На Пригожина и на его окружение и людей, связанных с этой организацией, поверьте, Соединенные Штаты знают, кто связан, их финансовая разведка связана, накладываются сейчас санкции. В первую очередь финансовые, так что если Путин не успел перевести деньги, ну потому что Пригожин считается одним из кошельков Путина, если Путин не успел забрать деньги и перевести на другие счета, значит они будут арестованы. Которые числятся там за Пригожиным или которые аффилируются вместе с Пригожиным. Вот такая вот ситуация по частной военной компании Вагнера. А военные регулярные части и телекомандование Вооруженных сил России спокойно наблюдают. Я, кстати, вам рассказывал по рассказам нашей разведки, нашей военной разведки, войсковой точнее разведки, которая там непосредственно на переднем крае, они говорят, что когда вагнеровцы в Солидаре атакуют, то регулярные части даже не вмешиваются в их атаку, а спокойно наблюдают, когда мы перестреляем или перебьем всю вот эту толпу вагнеровцев, которые пытаются атаковать. Это очень хорошо, когда такой конфликт на поле выливается в такие действия на поле боя нашего противника.
Ну что ж, на этом военные новости на сегодняшний день исчерпаны. Вот такая вот обстановка сложилась на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. И мы с вами немножко рассмотрим военно-политических новостей, которые происходят здесь, вокруг нас, сегодня и сейчас. А именно, продолжается тенденция того, что Запад или цивилизованные страны Запада ведут информационную войну с российской пропагандой. И это очень хорошо, это позитивно влияет. На сегодняшний день во Франции заблокированы счета информационной медиаплатформы Russia Today, французское отделение. Франция наложила блокировку, правительство Франции наложило блокировку, заблокировало все счета, и, соответственно, этот медиаресурс прекратил свое существование. Он закрывается, о чем и было объявлено. То есть еще одна страна стала свободной от российской пропаганды. От такой мощной платформы нельзя недооценивать противника, поэтому скажу, что от такой мощной платформы российской пропаганды. Далее, по Германии. Ну, всем самый животрепещущий вопрос по поводу передачи танков. Дадут, не дадут. Ну, как бы все готовы дать, нет разрешения. Ну, в принципе, я уже говорил и еще раз повторюсь, что дадут, никуда не денутся. Единственное, что вопрос, будет ли участвовать в этом Германия. Все страны, которые обещали, я думаю, дадут. Танки Леопард-2 для вооруженных сил Украины. Первыми, скорее всего, будет Польша, так как они высказывают свои намерения в этом плане. И чтобы не попасть, как сказал министр иностранных дел Польши, чтобы не попасть даже в частичную международную изоляцию, а именно так рассматривает, допустим, Польша положение Олафа Шольца относительно вот его решения там, не давать согласия и, ну, будем говорить, молчания или отказа в согласии на передачу танков. Вот. Я думаю, что Германия согласие такое даст. Танки будут в течение месяца будут в Украине вместе с экипажами. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы их привести и для того, чтобы их освоить и поставить в строй. Вполне возможно, что сегодня уже экипажи осваивают эти машины на территории стран партнеров, которые эти танки нам собираются предоставить. Так вот, сегодня утром появилось заявление, на чем основываются мои выводы. Это на заявлении главы Министерства иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, правильно, извините, Анна-Лена Бербок, заявила, что немецкое руководство не возражает, чтобы Польша отправила танки Леопард-2 Украине. Я думаю, аналогичные заявления прозвучат и в отношении других стран, которые изъявят желание их нам поставить. Сразу отвечу на вопрос по поводу поставки киприотских танков Т-80УД, 80 машин. Есть на Кипре, и Кипр готов нам их предоставить при условии, если Греция передаст Кипру танки Леопард-2. Но там это ж не все, это только начало цепочки. Там очень сложный механизм, и дай бог, конечно, чтобы он сработал быстро, но там ситуация следующим образом. Германия должна поставить Греции А7, Леопард-2 в версии А7, то есть последней модификации. Тогда Греция свои танки Леопард-2 версии А4 передаст Кипру, а Кипр передаст нам танки Т-80УД, которые у них есть на вооружении. Вот такой вот довольно сложный механизм. Я думаю, что быстрее мы соберем вот эти танки с наших партнеров. Ну, если там, может быть, какие-то будут подписаны обязательства письменные, то, может быть, Кипр и отдаст нам их в качестве аванса. Далее Эстония. Эстония, ну, надо отдать должное, страны Балтии просто беспрецедентно помогают Украине в плане вооружения и тех возможностей гуманитарной помощи в тех возможностях, которые у них есть. Эстония отдала вооруженным силам Украины все
155-миллиметровые гаубицы, которые находятся на сегодняшний день на вооружении армии Эстонии. По словам посла Эстонии в Украине Кайма Кууска, Эстония таким образом хочет создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему кто-то не может предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне. Вот такой вот шаг сделала Эстония, тем самым призывая остальные страны тоже отдать столько вооружений, сколько есть на сегодняшний день, для того, чтобы обеспечить нашу победу. В принципе, наша победа — это их гарантия неучастия в этой войне. Вот именно так надо ставить вопрос, именно так надо трактовать эту ситуацию, поэтому количество переданного вооружения, как я говорю, не только я об этом говорю, напрямую зависит, точнее, количество переданного вооружения напрямую влияет на сроки окончания этой войны и на угрозу перекидывания военных действий на территорию других стран. Все должно закончиться в Украине, на юго-востоке Украины, сегодня и сейчас. Дальше. Украина и Европейский Союз должны начать предвступительные переговоры 2023 года. Об этом сказал наш министр иностранных дел. Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты саммита Украина-ЕС, который пройдет в этом году, в феврале в Киеве. Вот, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая позволит возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году. То есть мы рассчитываем, что результатом этого саммита может стать начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз, причем полноценного вступления. Видите, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть Россия практически ускорила все процессы и вступления Украины в Европейский Союз, и вступление, кстати, Украины в НАТО. Уже идут разговоры о 2024 году. Это год, когда Украина может получить либо план ПДЧ, либо уже непосредственно начать переговорный процесс о вступлении в НАТО, независимо от хода военной кампании. Вот. Так что вот эти процессы, они начинают свое движение в этом году, и я думаю, что они будут успешными. К этому есть, во всяком случае, все предпосылки. Служба безопасности Украины не сидит сложа руки и продолжает не просто документировать. Вот смотрите, мы с вами говорили неоднократно о том, что документируются все преступления военные, которые совершают здесь оккупационные войска, то есть Российская Федерация. Это одно, это идет все в копилку Международного уголовного трибунала против руководства России, военного и политического, а также Белоруссии, о чем подчеркнул Европейский Союз. Вот. Это одно направление. А второе направление — это граждане Украины, которые вступили в сговор с оккупантами на оккупированных территориях, стали коллаборантами и совершили уголовно наказуемые деяния. А именно, все мы помним псевдореферендум. Так вот, по материалам Службы безопасности Украины, суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендума на юге Украины. Не разглашается по фамилию человека и в каком это городе, точнее в каком городе он помогал организовывать псевдореферендумы. Но я хочу сказать, что таких впроваджень, таких уголовных дел по коллаборантам более 5000 в Службе безопасности Украины. И они передаются по факту расследования, передаются в суд, и суд выносит свои приговоры на тех людей. Так что все, кто проводил там референдумы, позировал на камеру с бюллетенями, с урнами там, и прочими, как говорится, Родина никого не забудет. Никого. Так что готовьтесь, что против вас будет выдвинуто уголовное дело и передано в суд. И суд вынесет приговор по факту, по статье коллаборационизм.
Далее, наша разведка решила все-таки посчитать количество ракет, хоть я и говорил всегда, что не стоит этого делать, но у разведки свои видения, и они решили посчитать количество ракет, которые остались в Российской Федерации. Это данные приблизительные, никто не претендует на истину, вот, но тем не менее, по оценкам нашей разведки, в России осталось около 20% от довоенных запасов высокоточных ракет. Примерно 550 единиц. Об этом сообщил представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Delphi. Кстати, вот отметить, забыл напомнить, что тактика применения, вот почему был назначен Суровикин и Пригожин, что им дали карт-бланш на то, чтобы они сдвинули с мертвой точки ситуацию на фронте. Потому что Путин рассчитывал получить от них какой-то позитивный посыл, какую-то победу, чтобы вдохновить народ на «вставай, страна огромная, все бегом в военкомат». В результате Суровикин применил тактику террора, массового ракетного террора против Украины, особенно против гражданского населения, против нашей энергосистемы, но не добился результата. Энергосистема, слава богу, работает худо-бедно, но она держится, и сейчас с помощью западных партнеров мы начинаем ее потихоньку отстраивать в обратном порядке. Да, отключение света есть, это как бы последствия вот этих ударов и вообще наследия войны, но тем не менее трансформаторы едут, деньги поступают, и энергетика пытается восстановиться и потихонечку движется к стабилизации своей работы. Да, пригожинцам, вагнеровцам удалось немного продавить наш фронт, и сейчас вопрос Солидара, потери Солидара стоит, и сегодня там по сводке можно сделать выводы, что в Бахмуте ситуация приближается к критической в плане его полуокружения, создания полукольца вокруг Бахмута. Вот такая вот там складывается ситуация. Но в остальном получается, что из всего ракетного запаса выстрелили, осталось порядка 20. 550 это всего. Это крылатых, это баллистических ракет и там других. И как говорит вот цитата пана Скибицкого, что у них есть Искандеры, есть Х-101, это крылатые, Искандеры это баллистические ракеты до 500 километров, Х-101, Х-555 это 2500-1500 крылатая ракета, соответственно. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. То есть даже то, что они там в 4 смены пытались собирать, это все тоже в основной своей массе расстреляно. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение 2-3 массированных ударов в количестве более 80 ракет. Вот такую оценку дает сегодня наша разведка. Ракетному запасу Российской Федерации. Ну и также уточняется, что они пошли другим путем, чтобы покрыть такой дефицит, они теперь используют дроны камикадзе, как иранского производства, так и свои дроны. Вот. Также россияне стали перерабатывать ракеты комплекса С-300, С-400 и запускать их как ракеты Земля-Земля. Это не точное оружие, но разрушительное, особенно в плане осколочного действия, о чем отметила наша разведка. И дальность у них ограничена. С-300 где-то порядка 100 километров дальность пуска в классе Земля-Земля, а вот для С-400 дальность порядка 200 километров. И мы уже это прочувствовали, киевляне это на себе прочувствовали, потому как выяснилось, до Киева долететь все-таки эти комплексы могут. Особенно С-400 вот с этой последней модификацией ракеты, которая к ней выпущена. Ну что ж, вот это основные на сегодняшний день новости военные, военно-политические. Я, как обычно, делаю, этот раздел мы с вами заканчиваем. Я, как обычно, делаю паузу. У вас есть время
подписаться на мой канал, тем, кто еще не подписан. Кому нравится это видео, поставьте лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Первое. Был у меня спор с моим товарищем. Может и спасает ли динамическая защита танка от подкалиберных и бронебойных снарядов? Или спасает только от кумулятива? Слава Украине, спасибо за информацию. Смотрите, не только от кумулятива, нет, она действительно может спасать в том числе и от бронебойно-подкалиберных и бронебойных боеприпасов. Ну, бронебойный это с стальным сердечником, а подкалиберный это и есть сам стальной сердечник. В чем спасение? В том, что когда срабатывает динамическая защита, то есть подрывается заряд, она старается изменить вектор приложения силы вот этого подкалиберного или бронебойного снаряда. И он идет по скользящей и либо уходит на рикошет, либо ему не хватает кинетической энергии для того, чтобы пробить броню. Ну, бывают случаи, когда подкалиберный, особенно снаряд, входит под углом близким к прямому углу, а еще и в то место танка, где не самая мощная или самая толстая броня, тогда даже активная защита не спасает. Он все равно пробивает броню танка и наносит ему поражение. А так, да, в этом, кстати, и задача активной брони, в том, чтобы постараться либо размыть кумулятивную струю встречным взрывом, либо изменить вектор направления силы бронебойного или подкалиберного боеприпаса. Кстати, для современных боеприпасов, которые имеют тандемный заряд, это типа Джевелина или нашей Стугны, активная броня уже роли не играет. Первый заряд нивелирует активную броню, второй заряд пробивает броню самого танка. Скажіть, будь ласка, чи попередять людей про можливий наступ, про наявність живої сили та техніки противника у необхідній для наступу кількості біля кордону? Живемо дуже близько до Курської області. Боїмося знов прокинутися вночі від того, що нелюді пішли в наступ. Артобстріли нашого прикордоння є постійно, але їх не зрівняти з наслідками наступу. Буду дуже вдячна за відповідь. Конечно же, сообщат, конечно, и правительство предложит вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения в территорию Украины со стороны Курской области, со стороны Брянской или Белгородской области, со стороны Белоруссии. Если будет угроза, конечно же, жители будут предупреждать и будут предлагать им эвакуироваться в более безопасные места, поэтому не переживайте. Когда Украина выйдет на границы 1991 года, что будет с легионом «Свобода России»? Они пойдут дальше? Что они будут делать, если их численность не так велика, а линии обороны того же Белгорода и других ближайших городов уже много и продолжается вглубь? Смотрите, с выходом на границы 1991 года мы будем переводить этот конфликт в политическую плоскость. Никто не будет, я сомневаюсь, что будет принято решение, то у нас не будет сил и возможностей идти на Москву, и как это было во Второй мировой войне, добивать врага в его логове. Нет, я думаю, что далее будет война переводиться в политическую плоскость, и такая организация, как Легион Свободная Россия, скорее всего, будет тоже приобретать политический характер. А вот с учетом того, что они воевали на нашей стороне и воевали вместе с нами, мы, как сторона переговорного процесса или дальнейшего политического регулирования, будем обеспечивать им политический вес для того, чтобы они могли войти в политику Российской Федерации, ну какая она будет на тот момент,
и, соответственно, получили свою долю в политическом руководстве послевоенной России. Но все будет зависеть от ситуации на границе, когда мы выйдем на нее в границах 91 года. Либо это может продолжаться в качестве перманентного военного конфликта, как я уже говорил. Если же будет Российская Федерация согласиться на условия переговорного процесса, значит переведем в политическую плоскость и будет вот так, как я сказал. Если нет, то боевые действия на границе продолжатся. Возможно, эта организация будет развивать, в любом случае, с выходом на границы, я думаю, она будет развивать свою политическую составляющую и набирать политический вес на международной арене. В последних новостях Соединенные Штаты рекомендуют Украине отложить контрнаступление до получения всего необходимого оружия для этого. Но неизвестно, сколько на поставки уйдет времени, и все это время будут гибнуть наши защитники. Еще смотрите, давайте по порядку. Тут два вопроса в одном комментарии. Давайте так. Вопрос. Дело в том, что поставки, они идут согласно графика. Вот их сейчас утвердили. Помните, генерал Милли встречался с генералом Залужным. Вот там согласован план поставок. И мы знаем даты, когда они будут. Поэтому это все согласно плану. Это не то, что мы будем сидеть и смотреть на Луну и ждать, когда придет следующий эшелон с бронетехникой или там приедут эти машины каким-то другим волшебным способом попадут в Украину. Нет. Там все четко распланировано, кто, когда, чего и сколько. Кстати, на территории Европы уже наблюдаются эшелоны с техникой, которые двигаются на восток, во всяком случае, по странам Европейского Союза. Поэтому, поверьте, никто ничего ждать не будет. Есть график поставок, который будет максимально выполняться. И никто лишнего дня там не будет. А то, что Соединенные Штаты рекомендуют, это абсолютно правильная рекомендация. Пока мы не получим весь пакет помощи, нет смысла начинать активные боевые действия. Потому что именно той техники и вооружения, которая не успела прийти, именно ее может не хватить для достижения успеха допустим, в контрнаступательной операции. Следующий вопрос. Если Германия не дает разрешения на передачу Украине танков «Леопард» другим странам, а США говорит, что понадобится время на обучение наших военных использовать «Леопарды» в боях, может иметь смысл этим странам передать свои танки Кипру, а мы получим их советские танки, которые можно будет сразу использовать на фронте, без задержек на обучение. Возможно, Германия скорее даст добро на такую процедуру. Я в военной обстановке в первой части видео я объяснил всю ситуацию. Там очень сложная ситуация с тройной передачей. Если с хвоста начинать или с конца начинать, то Кипр нам, Греция Кипру, Германия Греции. Вот так вот. Греция вряд ли согласится. У Греции есть танки Т-Леопард в версии А4, и поэтому им Леопарды в версии А4 не нужны. Те, которые там собираются передать страны-партнеры Украине. Я не слышал что более новые версии хочет нам там Финляндия или Польша передать. Кстати, в Германии тоже, я думаю, что лед тронулся. И вот это сначала Германия разрешит Польше передать, потом разрешит там другим странам передать. Как только они передадут свои леопарды, Германия сама передаст нам леопарды. Просто они решили прикрыться странами-партнерами. Видимо, Олаф Шольц решил не быть на острие атаки в плане передачи этих танков. Кстати, Германия, по некоторым сведениям средств массовой информации, готовит нам 19 танков «Леопард» в версии А5. То есть более новую, более современную версию, чем даже те танки, которые нам хотят передать другие страны-партнеры. Об этом писали в том числе и некоторые немецкие издания. Вітання з Полтави. По-перше, мене цікавить, чому після Другої світової війни Німеччині дозволили мати свою армію, а Японії ні.
Також цікаво, певен, що не лише мені, а чи не перетвориться відсіджування тюремного ув'язнення воєнними злочинцями після вироку в Гаазі на курорт, як, скажімо, американська в'язниця для Лазаренка чи австрійська в'язниця для Фірташа. Вірю в наші Збройні сили, все буде Україна. Ну, давайте по порядку. Почему Японии? Ну, во-первых, Япония была, ну, как бы имела очень большие имперские амбиции на Тихоокеанский регион и составляла большую угрозу для Соединенных Штатов. А так как Соединенные Штаты смогли сломить Японию только благодаря применению ядерного вооружения, они постарались извлечь из своей, ну, будем так говорить, наиболее сильной переговорной позиции максимальную выгоду. Поэтому и капитуляция подписывалась на условиях, что Японии запрещено. Как Версальский мир. Помните, после Первой мировой войны немцам тоже, в Германии тоже было запрещено иметь определенные виды вооружений, особенно танки. И они даже до вторжения в Советский Союз Германия имела колесно-гусеничные бронемашины, которые с артиллерийскими пушками, но они не назывались танками. И только когда они пошли на просторы Советского Союза, как потом Паулюс в своих мемуарах писал, что он же поверил карте, он думал, что если на карте есть дорога, то она есть и в жизни. И в жизни ее не оказалось. И заправочной станции, показанной на карте, в жизни тоже не оказалось. И им пришлось быстро переобувать свои танки именно на гусеницы. Кстати, был огромный недостаток, гусеница была узкая, и они имели очень низкую проходимость из-за этого. Но, так вот, Соединенные Штаты, возвращаясь к вопросу, Соединенные Штаты постарались выжать максимум, и Японии, согласно капитуляции, Япония взяла на себя обязательство не иметь вооруженных сил. Что, в принципе, не мешает Японии сегодня быть одной из, ну, я бы сказал, не последней страной по своей военной мощи. Только у них теперь вооруженные силы называются силы самообороны. Военно-морской флот у них это береговая охрана. Хотя корабль береговой охраны, который пришел в Южную Корею, это был настоящий авианосец. Вот. Ну или там тяжелый авианесущий крейсер. Вот. Что касается Германии, то ситуация в Европе была в 1945 году была совсем другая. И первый звоночек холодной войны состоялся уже непосредственно после подписания капитуляции Германии. А именно началось противостояние Советского Союза с союзниками, а именно с США и Великобританией за Западный Берлин. Помните, если кто-то не знает, то Западный Берлин Сталин держал почти год в блокаде Западный Берлин. И даже появился такой термин шоколадные бомбардировки, когда с помощью настоящих бомбардировщиков Соединенные Штаты, союзники, точнее, были вынуждены возить продовольствие, а так как сесть они не могли, территории не было, они сбрасывали продовольствие с самолетов на территорию Западного Берлина. Сталин хотел задушить этот Западный Берлин и захватить его, чтобы он достался Советскому Союзу. Поэтому, скорее всего, было принято решение не ограничивать Германию в создании вооруженных сил. И впоследствии предполагалось, что уже Гитлера не будет. А будет демократическая страна западного мира, и поэтому она, конечно же, имеет право на свою армию. Тем более Германия прошла эту процедуру, я уже вам вспомнил в начале ответа, что по Версальскому миру, по итогам Первой мировой войны, Германии было запрещено иметь те же самые танки, то есть тяжелое бронированное вооружение. Поэтому ее не стали ограничивать. Ну, видите, как бы не прогадали в том плане, что Германия могла бы иметь свою очень хорошую армию, и в принципе имела ее до прихода Ангелы Меркель, которая умудрилась за 4 своих каденции умножить на 0 одну из ведущих армий, наверное, Европы. Бундесвер был довольно хорошей и боеспособной армией. Сегодня он практически бумажная армия сокращенного состава, кадрированная полностью.
Что касается Лазаренко и что касается, точнее, пребывания военных преступников в тюрьме, то курортом не будет. Во-первых, Фирташ никогда не сидел в тюрьме. Внимание. Фирташ находился в Австрии под домашним арестом. А это значит, он жил в своей резиденции, пользовался всем своим имуществом. Единственное, он носил браслет на ноге и не имел права без разрешения следователей покидать или передвигаться в какие-либо другие. То есть он был ограничен в передвижении. Фирташ был под домашним арестом. Он не сидел в тюрьме. Вот сейчас его там должны экстрадировать в США, вот там он сядет. А Лазаренко сидел в обычной американской тюрьме. Так что никакого курорта там у него не было. Если вы считаете, что американская тюрьма это курорт, ну, я бы так, наверное, не сказал. Следующий вопрос. Касательно комментария про подготовку пограничных областей Российской Федерации в военно-оборонительном плане. Или я не понял, что имелось в виду под определением зеркальные меры. По-моему, это делается для «Вставай, страна огромная». То есть подзадорить народ на войну с бандеровцами-людоедами. Город Львов. Вот так вот написал человек. В принципе, вы правы. Это именно на это. Мы же не собираемся, и еще раз повторюсь, мы не собираемся. Мы сегодня не наносим огневых ударов по сопредельной территории, в том числе и по территории Российской Федерации. Поэтому, как бы, говорить, что наши вооруженные силы Украины или силы обороны Украины пойдут там вторгаться в Россию, нет. И действительно, это больше, наверное, ну, во-первых, распил денег, как обычно, местными советами, потому что на них возложено строительство оборонительных рубежей вдоль границы с Украиной. Это первое. Второе, это нагнетание информационно-психологической истерии. В плане действительно «Вставай, страна огромная». Надо, ройте окопы, иначе завтра Украина нападет. Завтра бандеровцы придут и будут тут всех убивать. Ну или как сейчас меняется риторика, им стыдно, что они проигрывают Украине. Вторая армия мира проигрывает 22-й армии мира. Ну уже 17-й. Мы там 5 позиций отыграли за 11 месяцев войны. Они пошли риторикой, что завтра НАТО нападет. Вот НАТО нападет на Россию, поэтому строим укрепления и все, идите в военкомат. Идите на войну. И все призывают, что все равно умрем. Все умрут на земле, нету вечной жизни. Поэтому идите, умирайте прямо сейчас и прямо за царя и отечества. Вот, которая, в принципе, не думает о том, чтобы вам обеспечить нормальный уровень жизни и светлое будущее, а думает о том, что вас надо утилизировать в качестве пушечного мяса на фронтах в Украине. Летом российская армия оказалась демотивирована, успехов нет, солдаты гибнут под обстрелами, а Украина даже не наступала, только психологически воздействовала, обещая, что скоро будет. Может, поэтому фронт потом и обрушился. Сейчас они свежих мотивированных подвезли мобиков из ЗК, ну, заключенных имеется в виду. Если их дальше не пускать и регулярно обстреливать, месяца 2-3, да еще и в напряжении держать, и эти энтузиазм потеряют. Может, такая тактика более выгодная. Какой смысл Украине положить тысячи своих бойцов, если потом можно будет спокойно зайти, как в Харьковской области? Слава Украине! Но я вам скажу, что не совсем так, потому что ситуация в Харьковской области по ослаблению плотности группировки российских войск, она создалась благодаря нашим усилиям на Херсонском направлении. Вот когда мы пытались атаковать на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, от Николаева, когда мы там пытались продвинуться наши войска, вот это и вынудило, активность наших войск на том оперативном направлении вынудила российские войска срочно перебрасывать войска на правый берег. И мы говорили с вами об этом неоднократно, что именно поэтому мы переиграли их в стратегическом плане, мы заставили их поверить, что там будет направление главного удара. Вот. Там оно, в принципе, и было потом. Но вот на момент начала сентября. И Россия
перебросила самые боеспособные части, и самое большое количество боеспособных частей Россия перебросила на Херсонское направление, на правый берег Днепра. А мы их там заперли в огневой ловушке. Вот что произошло. Поэтому Харьковское направление было обусловлено целым рядом факторов для того, чтобы создать там такие благоприятные условия для контрнаступательной операции, которую мы впоследствии и провели. Добрый день, привет вам из Германии. Надеюсь, ответите мне на вопрос. Какой смысл слушать западные институты, слушать их прогнозы и так далее? Ведь вначале все они задавали прогноз, что за пару дней пойдет и будет, что за пару дней Украина пойдет и будет захвачена. Смысл слушать есть. Эти прогнозы западные аналитики строили из той информации, которая у них была на момент начала военного вторжения, массированного военного вторжения России в Украину. Поэтому и был такой прогноз. Когда они увидели, что их прогноз не оправдался, что делают аналитики? Аналитики делают запрос разведчикам. Разведчики идут и начинают собирать информацию. Сегодня информация работает, точнее разведка, западная разведка, в общем таком глобальном понимании, и каждой страны в частности, они работают в режиме онлайн. И сегодня их информация, сбор, знаете, как говорят, одна голова хорошо, две лучше. Так вот, мы на сегодняшний день имеем возможность пользоваться коллективным, я бы так сказал, разумом разведсообщества, западного разведсообщества. Допустим, Институт изучения войны американский, он опирается на информацию разведсообщества США, в которое входит там военная разведка Пентагона, Центральное разведывательное управление, Национальное агентство безопасности и там другие, допустим, разведки. То же самое МИ-6 там иногда нам помогает, Моссад иногда нам помогает, французская разведка, немецкая разведка, они все делают прогнозы. Мы тоже работаем, но мы работаем непосредственно здесь, за линией фронта. И что-то мы сопоставляем из своих данных, но при этом надо прислушиваться к нашим партнерам. У них тоже есть огромный запас информации по нашему противнику. В частности, даже только те же спутниковые снимки компании Mirax. Кстати, мы пользуемся на сегодняшний день, мы пользуемся исключительно западными источниками спутниковых снимков относительно нашего противника. И мы ждем, там сутки-двое ждем появления снимков, допустим, компании Mirax. И потом их используем для анализа и обработки информации о состоянии нашего противника. Поэтому надо слушать, но слушать правильно и делать с этого определенные правильные, как мы считаем, на наш взгляд, выводы. С учетом мнения наших партнеров. Мы же в партнерской команде, мы же не враждуем, мы же не прячем друг от друга. Наоборот, они нам помогают. Как вы думаете, если бы всю эту технику, которую нам обещали дать до весны, дали где-то в конце лета, были бы шансы освободить оккупированную территорию? Я думаю, да. Вот именно на конец лета шансы освободить были бы. Видите, это мы уже говорим неоднократно с вами, что совсем другие. Но, смотрите, шансы освободить оккупированную территорию были бы с таким объемом поставок. Мы могли это сделать. Но в России была бы объявлена мобилизация, и мы бы сейчас на начало весны все равно бы имели группировку войск, там 200-300 тысяч, которую сейчас Путин формирует, и которую мы ожидаем в марте месяце на нашей территории, которая перейдет в наступление. Или попытается перейти в наступление. Поэтому... В принципе, я считаю, что вопрос и не факт, что мы, потратив бы это вооружение, понеся определенные потери в ходе контрнаступательной операции, мы бы смогли, допустим, сегодня быть готовыми к отражению очередного вторжения Российской Федерации в нашу территорию. Понимаете? То есть не было бы планомерного и полноценного уничтожения
военного потенциала Российской Федерации. Вот чего бы не состоялось. Я думаю, именно поэтому наши партнеры, особенно Соединенные Штаты, и не спешили давать нам, давали столько, сколько они считали нужным на тот момент. Но шанс такой был. Да, летом мы могли бы нанести сокрушительное поражение российским войскам и выйти, возможно, выйти на границы 91 года. Подскажите, направлять ли Брэдли на бахмутское направление и смогут ли они переломить ход оборонительной операции? Я думаю, что они появятся там, я даже в этом не сомневаюсь, потому что усиление нашей пехоты необходимо. Это машины довольно неплохо защищенные, плюс у них, ну, правда, пушка слабоватая, 25-миллиметровая автоматическая, но тем не менее, она имеет два вида боеприпасов, может даже бороться с бронеобъектами противника. У него бронепробиваемость до 60 мм, бронебойно-трассирующим боеприпасом. Есть такой у нее вид. Тем более она автоматическая, она туда заряжается сразу две ленты. И она в автоматическом режиме она может менять вид боеприпаса. Осколочно-фугасный трассирующий или бронебойный трассирующий. Оператор выбирает только кнопочкой. Ничего перезаряжать в бою не надо. Вот. И что самое главное, дело в том, что на этих БМП установлены ПТУР-ТОУ. Причем есть машины с первым поколением, есть со вторым. ТОУ-1, ТОУ-2. Ну, ТОУ и ТОУ-2 он называется. Поэтому я думаю, что они там появятся, и они помогут и в огневом отношении поддержат нашу пехоту, и помогут войскам в ходе ведения боевых действий в плане обеспечения логистики. Потому что все-таки бронированные объекты и подвоз личного состава, подвоз боеприпасов, эвакуация раненых, это все могут обеспечить только бронемашины. Такой вопрос. На вертолете, который разбился в Броварах, был черный ящик? Конечно, был. Конечно, был. Кстати, очень как-то удивительно, что до сих пор никто не вспомнил про черный ящик нигде. В средствах массовой информации я не видел, что было написано, что вот черный ящик надо извлечь, или извлекли черный ящик, сейчас будет расшифровка, и мы все. Он же все фиксирует, конечно. Тем более там, не забывайте, там черный ящик более современный, чем на советских образцах авиации. Ну, потому что у нас авиация пока что советская, и вертолеты, и самолеты. Там он более расширенные параметры берет. И я думаю, что те, кто сегодня расшифровывает, уже расшифровывает данные черного ящика с этого вертолета, уже знают причину взрыва, точнее причину крушения этого вертолета. Но судя по тому, что это все умалчивается, ну, посмотрим, как поступят наше военно-политическое руководство в плане оглашения и результатов данных, снятия данных с черного ящика этого вертолета. Конечно же, он там есть. Скажите, у радиолокационной станции довольно сильное вредное излучение. Насколько безопасна работа РЛС в жилых кварталах и на крышах Москвы? Слава Украине! Я вам скажу так, что это практически радиолокационная станция, это примерно степень ее воздействия примерно как микроволновка. И вот сфокусированный луч, который направляется с лопуха, если это активная станция. Есть станции активные, есть пассивные. Пассивная ничего не излучает, она только принимает сигналы, и она не несет никакой вреда и опасности. Если станция активная, то есть она подсвечивает небо, и какой принцип? Она подсвечивает небо и ждет ответный сигнал. Если сигнал отразился, а воздушные цели, там, допустим, самолеты, беспилотники, они как зеркальце. Они отражают электромагнитный сигнал, и тогда оператор видит на экране у себя. Так вот, вот этот луч, который посылает в небо локатор, он, если он попадает на людей, он может оказывать вредное воздействие. Он может вызывать перебои мобильной связи, вызывать какие-то недомогания у человека. А кто попадет в сам центр луча, это может иметь очень тяжелые последствия. В частности,
радиолокационные станции, вокруг них, как правило, их ставят на пригорках и не направляют на лесные массивы. Почему? Потому что листва, зеленый лесной массив сразу же желтеет. Сосны, вот, особенно хвойные породы, такие лиственные породы, хвойные больше реагируют. И это как бы показательно, что насколько вредны эти радиолокационные станции. Если они их будут направлять вниз, в сторону Земли, допустим, просматривать приземное воздушное пространство, то тогда кто попадет в этот луч, может получить негативное воздействие на свой организм. Вот такое вот. Но надо различать, активные или пассивные. У Панциря 1С активная радиолокационная станция, из тех, которые мы видели, что ставятся на крышу. Кстати, они там снимают башню этого Панциря и вроде как без шасси. Хотя я не видел в варианте Панцирь 1С, чтобы его можно было отделить от шасси. Там аппаратная, она вместе с кабиной совмещена, а артиллерийская часть находится по центру многоосного шасси на базе КАМАЗа, и тоже она совмещена с самим автомобилем. Поэтому, и, кстати, на видео, которое вот демонстрирует в сети, он есть на YouTube, там действительно поднимают Панцирь 1С вот этим краном большегрузным и ставят его на крышу здания. По-моему, кстати, здание Министерства обороны Российской Федерации. И да, поставили, во всяком случае на сегодняшний день точно известно, что 3 комплекса поставлены на крышу с таким расчетом, чтобы они перекрыли территорию Кремля. То есть территория Кремля закрыта с 3 сторон. И размещены эти комплексы на административных зданиях, чтобы никто не мог до них добраться на охраняемой зоне, то есть на режимных объектах. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали сегодня в нашем с вами видео. И на этом вторую часть нашего видео, а именно ответы на вопросы, мы с вами заканчиваем. И у нас остается третья часть. Это приветствия, пожелания, комментарии, которые вы сегодня прислали. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Если сдадут Бахмут, открывается прямая дорога на Краматорск и Славянск, поэтому Бахмут имеет большое стратегическое значение. Скажу так, что не открывается дорога, не выходят российские войска на оперативный простор, потому что там есть речка Бахмутка, и там будет рубеж. Кстати, в Бахмуте, да, может быть, потому что она протекает в самом городе. Вот. Но Бахмут имеет еще значение символическое. Он как более-менее крупный населенный пункт. Для России они будут делать из него победу. Понимаете? Вот они поняли, что с Солидара победы не получится. Тем более они не могут до сих пор точно сказать или 100% сказать, что Солидар под их контролем. Потому что еще на западных окраинах Солидара на сегодняшний день продолжаются ожесточенные оборонительные бои сил обороны Украины. И мы держим Солидар под практически полным огневым контролем, громим там логистику, склады с боеприпасами и прочие мероприятия. Поэтому они не могут до сих пор, они там заявляли, но это как бы не соответствует действительности их заявления, что Солидар полностью под контролем российских войск. Тем более там ЧВК бодается еще с российскими войсками за пальму первенства. А вот Бахмут там в основном регулярные части российской армии, и для них это было бы крупный город, районный центр, для них это было бы символом, чтобы хоть чуть-чуть поднять дух армии и народа в России, и плюс показать, Шойгу, например, и Герасимову надо показать, что регулярные части Российской Федерации хоть на что-то способны на этом направлении. Следующее. Українці, вітаємо з Днем Соборності. Слава Україні, з повагою з Тернопіля. Ассалам алейкум, с Днем Соборности Украины. Привет из Азербайджана, слава вооруженным силам України. Зі святом, любі українці! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Тримаємося з привітом і побажаннями з Чернігова. Євпаторія
Євпаторія дивиться. Україна довела, що вона соборна і незламна. Ми з вами, ми чекаємо. Да, у вас есть все шансы в этом году встретиться с нами и быть освобожденными. Украинцы, родные, держитесь. Ты сильный, ты умный. Не ссорься друг с другом, не слушай врага. Беларусь поздравляет вас с праздником единства. Украина победит. Вот такой вот. Ну, почему в единственном лице написали? Ну, если имеется в виду народ Украины, да, ты сильный, ты умный, не ссорься друг с другом, не слушай врага. Беларусь поздравляет. Украина победит. Ну, в таком контексте, да, спасибо. Целый год слушаю новости только с Украины. Ни футбол, ни концерты. Болею только за Украину. Слава Украине, слава воинам, слава воинам. Самая грязная, самая подлая, самая агрессивная война со стороны орков. Никогда человечество этого не простит. Казахи болеют за вас, братья украинцы. Победа будет за вами. Спасибо казахам. Привет из Германии. Леопарды дадим обязательно. Все немецкое общество так что додавят этот вопрос обязательно. Ну, мы в принципе не сомневаемся. Я думаю, что до следующего Рамштайна леопарды уже будут на поле боя при поддержке гепардов. Вот этот немецкий зоопарк, как я его ласково называю, будет рвать на части наших врагов. Добрый вечер, с праздником и наилучшими пожеланиями из Казахстана. Слава Украине, слава ее защитникам, героям слава, перемога Украины. Ну, вот такой вот комментарий очень интересный. Олег, относительно системы раннего оповещения из Израиля. Когда на наши города идет атака, имеется в виду на территорию Израиля, то, скажем, в одном районе города сирена звучит, а в другом тихо. Система просчитывает полет ракеты, и оповещение происходит только в том районе, куда ракета летит. Просто информация от жителя. Победы Украине. Да, я знаю. И, кстати, даже дополню вас, что если система просчитывает и ракета летит не в жилой сектор, а куда-то там в пустыню между городами, то даже сирена не звучит и система не сбивает эту ракету. Ну что ж, на этом я поблагодарю, мы будем заканчивать наше с вами видео. И я поблагодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Україні!